Скучная пятница, на самом деле. Я добрый, я покушал. Что льдина, ты объелась. Новый мерч. Купи мне одежду. Это новый формат. Доброе португальское утро. Я не знаю, кто любит смотреть влоги, кроме меня, но я надеюсь, что вам понравится. Я записывала подводку о том, что я буду показывать пару дней жизни в Порту. Но я начала монтировать и поняла, что за пару дней в моей жизни не происходит ничего интересного. Поэтому, скорее всего, мой влог будет про неделю. А может даже про 2 жизни в Порту. Потому что смотреть, как мы работаем, как мы едим, я думаю, что это не супер интересно. А еще мы ужасно потолстели. Мне кажется, заметно по моим супорчикам. Что есть, то есть. И, конечно же, в мой влог в итоге вошли кадры за 2 месяца. Это в основном работа. Тут мы еще не переделали комнату под студию, не закончили несколько проектов. И на улице все еще тепло. Работа, 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 работа. И вот мы выбрались. У меня настроение сейчас какое-то песика. Скучная пятница, на самом деле. Стандартная. Стандартная скучная пятница. Как обычно. На маяк приехали, атлантическим воздухом подышали. Завтра бы искупаться-то на самом деле. С утреца, да? С утреца. Можно Роме написать и можно. вместе со всеми искупаться. Неожиданно катнулись на субботу. Мы проснулись, поели супер классные оладушки. О, да, оладушки вообще супер были. Леночка, спасибо. Вот. Сейчас 9 утра, и значит мы идем ждать Романа, который нас подберет, и мы поедем на Фош плавать, потому что сегодня супер погода, туман, прохладно. Мы потихонечку начинаем вникать в наш старый добрый режим рабочий. Но дел на самом деле миллиард и по ренталу, и по проектам. О, кстати, мне тоже сегодня надо поработать, отдать маленький тизер, но всего 9 секунд. Продолжаем. В общем, вникаем в рабочий процесс. Много проектов, много всего интересного. На следующей неделе мы едем на премьеру документалки для Ютуба, которую мы снимали с нашими португальцами, бразильцами. Еще Ваня занимается саунд-дизайном игры одной. My Hidden Dreams — это медитативная игра с поисками предметов с мрачной атмосферой, которая будет доступна в Стиме уже в декабре. Ссылка в описании. Смотрите на самого недовольного человека. Голод. Он такой. И, в общем, у нас планы немножко быстро меняются. И мы сегодня едем в Лиссабон. Ура! Не люблю Лиссабон. Едем на премьеру документалки, которую мы снимали. Ой, я на тебя наступила, простите. Едем на премьеру документалки, которую мы снимали про бразильцев с нашими португальцами. Это самый голодный человек на свете. Видите ненависть в его глазах и агрессию. Вот это я понимаю, бутербродик. Подобрел? Начинаем. Колбаска, сырочек. Мчим мы в Лиссабон. За окном дождь. Ваня тут доделывает работу. Что мы сейчас будем делать? Сейчас будем есть чипсы, потом M&M's. Ну, вообще мы такое не едим. Забронировать смогли мы только комнату в Лиссабоне, потому что апартаменты, половина была занята, они все стоили просто бешеных денег. Спасибо, что не хостел. Да уж. Теперь я добрый, я покушал. Супер бутерброд, галау, еще чипсики. Рентал, аудио, в общем, рек-рентал. Все в наличии, все новое. Обращайтесь, да. Мы наконец-то доехали, спустились в метро и сейчас едем к нашей комнате, которую мы сняли. А метро здесь просто, ё-моё, все черное, все, в общем, это не портовское метро. Все жесткое,
Я как будто в метро в Москве или в Варшаве. Да, да, есть такое. Вообще жесть. Пока мы шли, мы немножко посмотрели цены, которые нам предлагают в кафе. И я могу сказать, что они практически не отличаются от наших портовских. Ну, то есть там блюда от 12 до 20 евро, что в целом для центра очень даже как бы и немного. Хотя Лиссабон и Порто говорят, отличаются по ценам. Так, ну чё, первый рум-тур. Так, дверку закрою. Вопрос. Так вот лёг, душ. А чё, душ прям напротив тебя, чтобы всякие там... Вместо телевизора, Да, телевизор есть. А, телек тоже. Вентилятор. Слушай, ну, И мы живем на самой центральной улице. Наверное, это будет жопа. Пойдем посмотрим. пойдем. Да, слушай, ну хорошо, что это не первый этаж-то на самом деле. Ну что, настало время выходить и идти к ресторану, где будет проходить, значит, показ. У меня тусовка. Что с тобой? Паштель де нат, я объелась. Линочка, Надя, говорите что-нибудь. Ты сказал, здесь все собрались. Вон там вот Дружище Иисус. Там Лиссабонский мост сзади меня. Только ты крепко держи, чтобы чайка ничего не украла. Я сильнее чайки. Thank you guys, enjoy. Thanks. Мы настолько, типа, супер крутые звукорежиссеры, что мы вписали свое имя сами в список. Да. Надо было просто прийти и поздороваться. И все. Мероприятие довольно-таки интересное. Здесь куча народу, получается, инфлюенсеры. Друзья Да, друзей. слушай, друзья друзей. До хрена очень известных чуваков. Ну, собственно, тут все те, кто снимался вот в Биток Империалиш, а там снимались люди, которые открыли какие-то бизнесы. И на самом деле здесь просто, ну, что-то типа закрытой тусовки, в которой можно найти очень много всего. Смотрите, сколько людей сзади. Да, людей очень много. Я даже не знаю, ребята прям супер постарались, сняли целое место. Да, продакшн супер классный. Мне вообще очень нравится с ними работать. Да, мне тоже очень нравится просто вот этот подход. Это прям, ну, очень много показывает О людях. о людях. A nossa série, né? Então, desde que a gente sentou aquele dia, tomando uma Imperial e comendo um bitoque, que a gente nem sabia que ia se chamar a série assim, né? Depois de muito Ну вот, утром мы уже позавтракали и приехали на станцию аэропорта. В целом даже привычно уже в метро, потому что не так много народу, но все равно гораздо больше, чем в Порто. Как будто в Москве едешь на работу. Ну, такого в Порто еще не было. Новый мерч от продакшена, с которым мы работали, к которому, собственно, ездили. Мы уже приехали обратно, уже у нас на вокзале в Ориенте. Сейчас пойдем искать автобус. Вон нам Линочка везет тележечку. Уже дома. Дорога прошла замечательно, не считая, конечно, женщину, которая практически утрамбовала меня креслом. Но это все ерунда. Гораздо лучше электричек, в которых я наездился в студенческие годы, да и после, со всякими пьяными бомжами и прочим вот этим вот прелестями. В общем, едем домой. Вопрос. Сколько раз за месяц мы еще поедем в Лиссабон? Блин, не хочется переезжать в Лиссабон, потому что, ну, это не то. Это не Порто. Ну, как будто бы все намекает. Такие, типа, ребята, вы почти там живете.
Линочка. Да-да-да-да-да. Ничего не видно. Та-та-та-та. Наш любимый Лиссабон. Блин, ну вот когда солнышко светит, ну прям хорошо все выглядит, реально. Уютненько. Но по ночам здесь вообще какая-то дичь, по вечерам, вот не знаю. А сейчас пока солнышко, вообще хорошо. Эх. Ждем такси. Отсняли. Теперь на другую локацию. Снимали очень быстро, очень все вот так вот, поэтому никаких видео новостей не будет. Так что не ждите. Не удивляйтесь, что мы сразу так раз и сюда. Ждем такси. И сейчас поедем уже к Никите. Сначала покушать надо, а то что-то голодные какие-то. Потом уже за работу примемся. Я тут подняла одну вещь. Не подняла, поняла. Короче, на всех съемочных площадках я одеваюсь в одну и ту же одежду. Можно подумать, что ты просто... Я как будто Постоянно один живёшь. большой день снимаю, понимаешь? Я была в этой же одежде на Кипре, биток снимала, сейчас снимаю. Купи мне одежду. Все актеры голые, актриса в супер обтягивающем платье, что даже не получилось особо закрепить петлю, поэтому решили просто по углам по кроватям расставать. Вот были бы висякомы, а где петля, угадайте? А вот она. Была команда рэп, что означает сворачиваемся, сматываемся. Или это призыв к еде? Или, да, призыв к еде. Anyway, сворачиваемся, сматываемся, пьем чаек и, наверное, домой, да. Прямое включение поздно ночью. Ваня выходит на охоту. Вопрос, где эта сова воет? Видимо. Хотела сказать, видимо, охота закончилась, но нет. А на улице +8. Что у вас здесь происходит? Ну, это вообще-то мои женские штучки, их никто не должен видеть. Понятно? Понятно. И что ты стоишь снимаешь? Через полчаса у нас уже интервью начинается. Встречаемся с Романом на Аль-Ядыше и будем снимать небольшое интервью о том, что делают звукорежиссеры, кто такие звукорежиссеры. Очень постараемся рассказать максимально доступно, что у нас за профессия, как мы вообще к этому пришли. Оборудование уже собрано, естественно, но как звукорежиссеры могут и не писать на хорошее оборудование свое же интервью, это невозможно. В общем, чего? Встретимся уже там, на Аль-Ядыше. Не видит нас главный оператор Португалии, занят, наверное, мыслями такими. Главный оператор Португалии, здравствуйте. 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 Скажите, вы о чем вы думаете? Микрофон здесь. Я рад, что сегодня нам способствует погода. Вот. Правда, хотелось бы, чтобы она нам... Вот солнце прям светит в глаза. Надо, может, что-то другое место посмотреть. Короче, пошли. Так, мы поменяли локацию немножечко. Ну, вернее, мы сейчас ищем. Приехали в ботанический сад. Потому что на Аль-Ядыше было очень много народа, все столики были заняты, и мы подумали и решили, почему бы не поснимать где-нибудь вот здесь. Потому что здесь классно. Шумновато, правда, но зато очень Идёмте красиво. Там, где столики. Или Идем. курочки. Да, Курочки. Надо не попасться, сейчас смотрите, не знаю. понятно. Не завтракал. Ну все, увозим Рому от курицы. Как всегда, не без приключений. Ребята ели
захватили эти стулья. Вот, Ваня сидит тут, разбирает. Что вы скажете? Да что я скажу, я как будто не стул попросил взять, а как будто я попросил пистолет мой подержать, пока я в туалет пойду. Вот, Рома там тоже что-то Блин, это в ужасе. У меня пропало желание кофе у них покупать, потому что они как-то... Не думает о клиенте. Да, то есть не клиентоориентированные ребята абсолютно. И вот А такая я смотрел. Такая проблема в Португалии. Они очень какие-то, я не знаю, они всего боятся, мне кажется. Боятся они. Просто вот отдать стул — это уже трагедия. Вот он. Покажи, какие стулья, да? Да, вот эти вот. Не, Ну, как бы, Что мы сделали? Мы взяли их без спроса. Или это уже Ваня проговорил, не? не знаю. В общем, да, ребята их просто взяли. Мы их вернем. Ну, вернем, да, само собой. Ну, какая-то очень супер глупая история. Не знаю, проблема ли это португальцев или проблема еще чего-то, но они даже не ходят на кассы самообслуживания в магазине. Я что-то не понимаю, видимо. Ладно, пойдем снимать. It's a wrap. Чаще... Мы закончили. Да, наконец-то. Да Вообще, ладно, на самом деле, была очень интересная беседа, классно. но если бы мы сейчас добавили сюда, если бы мы сюда добавили, вот сейчас сделали бы перерыв, добавили сюда какое-то мясо, да, крупную соль посолить сверху, розмарин и красное вино, и мы можем спокойно на эту тему разговаривать с самого вечера до самой да, ночи. да. Да, это очень интересно. Это называется что-то типа подкаста. Это новый формат. Лесной подкаст. Ну, кстати, Смотри, то есть мы собираемся, мы едим, жарим мясо, пьем Вау, вино мне это нравится. и обсуждаем. Я готов. Следующие выходные. Кстати, неплохо лесной подкаст. Мне тоже С вами нравится. Лесной подкаст. Меня зовут Ангелина, и мы начинаем. У меня идея в чем заключается? Я предлагаю, чтобы мы на следующих выходных обязательно встретились, придумали тему какую для обсуждения, неважно она какая будет. Мы уютно сядем на берегу океана, допустим, или в каком-то ботаническом саду, как этот, и будем ее обсуждать. Вкусную Есть. еду есть обязательно, вино красное. И Я за белое. я за красное. Ну и все, у нас 2 бутылки уже есть. Ваня А я уже оболоньку пивка возьму себе. И все. Я уже приду хороший. Лесной подкаст.